Что ты знаешь о титулах своего соперника? Чемпион села и колхоза. Почему была такая агрессия на пресс-конференции Григорию Лещуку? Я всегда за здравый кипиш. Давайте по больному пройдемся. Я рад, что смог словить его волю. В этот раз реванш пройдет на правой руке. Выиграть у него не получится. Кингсмува не будет. А в новом поединке я планирую уже полную доминацию над ним. Я готов дать бой и больше чем уверен, что победа будет за мной. Гаспарини и Бартолата здесь прогнозировать и говорить прям, что кто-то фаворит, кто-то нет. Мы давно не видели Бартолата. Гаспарини и Бартолата, вот тут интересно, если честно. Лалетин и Курдеча. Здесь вообще не буду делать прогноз. Я думаю, что у Курдеча есть все шансы выиграть у Виталика. Осталось 2 недели до чемпионата России. Ну, Надежда твердо сказала, едем. Будь что будет. В предыдущем поединке Егор Лиштаев выиграл у Григория Лукашевского. Но победа ему далась не так легко. Ребята устроили настоящее шоу, за которым наблюдали даже зрители, которые в первый раз в жизни увидели соревнования по армрестлингу. И в матче-реванше, я думаю, нас ждет не менее интересное противостояние. Нам удалось пообщаться с героями предстоящего реванша. И вот что они нам сказали. Всех приветствую. В первом нашем армфайте с Егором Лиштаевым мы показали действительно зрелищную, мощную такую зарубу. Это была схватка на левой руке. В этот раз реванш пройдет на правой руке. Правая рука у меня работает немного иначе, чем левая. И, как я уже пообещал своим подписчикам, что Кингсмува не будет на правой руке. Кингсмув у меня исключительно идет чисто механически на левой, так как у меня там серьезная травма, оторван бицепс. Да, я изучил своего соперника уже давно. И понимаю, что мне не будет, наверное, легко и в этот раз. Но я готов. Я готов дать бой. И больше чем уверен, что победа будет за мной, конечно. Я думаю, стоит начать с того, что в первом поединке я все-таки делал акцент больше на то, чтобы набрать вес. Изначально я же был легковесом, я выступал в категории до 65, до 63, до 60 килограмм. И мне просто было интересно посмотреть, как я буду чувствовать себя в новом весе, насколько я прибавил в силе и как я буду смотреться на фоне вот более больших парней. Да, то есть это была моя цель основная. И я, скажем так, не особо был уверен в победе в первый раз, но по первому раунду я удивился, потому что выиграл его очень легко, практически не почувствовал, но из-за резко набранного веса очень сильно забились руки, да, в частности кисть, то есть она настолько опухла, что я просто не мог продолжать поединок, и поэтому все затянулось. Но при этом я бы не сказал, что мне было очень тяжело. То есть, да, когда он висел всей тушей на моей руке, было несколько сложно. Однако сложность заключалась в том, чтобы просто вытащить его с этой позиции. По поводу тренировок, ну, убрал ли я там базу, что я делаю, ну, то есть я там как бы базу вообще убрал полностью. То есть уже вот 2 недели, по-моему, как, да, практически базу не делал. Ну, то есть там средние веса делал, а потом вообще что-то я убрал и решил сконцентрироваться именно на блоке. И работаю сейчас в основном на блоке. Все делаю на блоке. Я, конечно же, не ожидал такой борьбы, да, такой долгой, затяжной, но получилось то, что получилось, и я рад, что смог, мне кажется, даже словить его волю таким образом. То есть он понял, что меня он не выиграет, и он понял это уже после 3-го раунда, и каждый раз, когда у него удавалось вырвать победу, у него были огромные сомнения, потому что он понимал, что следующий раунд, скорее всего, выиграть у него не получится. А в новом поединке я планирую уже полную доминацию над ним. Это уверенная победа 6-0 или 5-1 в мою пользу, около того. Я хочу выиграть его и в крюк, и верхом, и боком, и в трицепс, как угодно. Я хочу показать, что я очень сильно добавил, и сделать заявку на чемпионство до 70 килограммов. Поэтому я очень сильно работаю над этим.
работа продолжается. И когда я одержу победу, мне нужен будет еще год, и я буду готов сразиться абсолютно с любым. До 70 килограмм, абсолютно с любым. И что, на мой взгляд, не хватило Лукашевскому, я думаю, это трезвая оценка своих сил. Все-таки он думал, что поединок будет для него легкий, он боролся со мной на тренировках и подумал, что на соревнованиях будет так же, но тренировки до тренировки. На соревнованиях я совсем другой человек. Поэтому пускай занимается, пускай готовится. Я надеюсь, он сделает лучшую форму в своей жизни. И тогда, возможно, он не проиграет в сухую. В любом другом случае, он очень сильно разочаруется. Напишите в комментариях, друзья, кто, по-вашему, победит в этом поединке. Ты, как тренажер, вообще отличный спортсмен. Недавно на турнире Вадима Акперова МАК-3 прошел армфайт между Дмитрием Павиным и Григорием Лещуком, где Григорий одержал безоговорочную победу над призером чемпионата мира этого года. Мы решили задать вопросы Дмитрию о том, почему у него было такое пренебрежение к сопернику на пресс-конференции, и почему его слова разошлись с делом. Друзья, всем привет! Я Дмитрий Павин, спортсмен из Нового Уренгоя, Ямало-Ненецкого автономного округа. Немного об итогах и участии в соревнованиях в 2021 году. Выступил на чемпионате России, я стал серебряным призером на правую руку. Тем самым отобрался в национальную сборную России и выступил на чемпионате мира в Румынии. К чемпионату мира, в принципе, я был и физически, и эмоционально готов. И анализируя свои поединки, считаю, что выступил достойно, потому что на чемпионатах мира слабых соперников не бывает. Но для меня тяжелых поединков не было. Я стал второй на правую руку. Что касается финального поединка с Ариф Артемом, мог победить. Немного расслабился и подумал, что навяжу ему свою борьбу. Но не получилось. Ну ничего страшного, пересмотрев все свои ошибки и поменял на данный момент технику и готовлюсь к новому сезону. Надеюсь, он будет намного успешнее и лучше. В декабре месяце принял участие в замечательном турнире МАК-3. Специально я не готовился к нему, не тренировался, потому что только прилетел с чемпионата мира. Ну, когда поступило предложение побороться и еще и с таким сильным соперником, как Григорий Лещук, я не раздумывал, я всегда за здравый кипиш. Формат турнира мне очень понравился. С каждым годом уровень проведения этого мероприятия растет, как и уровень спортсменов. Отличная задумка формата — это конференция, где спортсмены могут проявить свои театральные возможности. Это к тому, есть задают вопросы, почему была такая агрессия на пресс-конференции Григорию Лещуку. Ее не было, это только в рамках формата самого мероприятия, так при этом, что мы с Григорием хорошие друзья, и я очень уважительно отношусь к нему, поэтому никакой агрессии. С удовольствием выступлю еще раз на данном турнире. С кем бы я бы хотел побороться на этом турнире? С любым, но с основным таким соперником я бы хотел побороться с Дмитрием Силаевым. Я давно с ним не виделся, это мой давний друг, с которым мы всегда встречались на чемпионатах России. Я думаю, что данный поединок был бы зрелищный и был бы очень интересен. Пользуясь случаем, мы решили спросить у наших героев их мнение о предстоящих поединках в мире армрестлинга. Гаспарини и Бартолата, вот тут интересно, если честно. Вот реально я сам не могу сказать точно. Более техничный рукоборец, конечно, здесь Гаспарини. Но Бартолата очень физически, просто вот силен как горилла. Там именно грубая физическая сила. Вот тут я не могу сказать, вот у меня прям 50 на 50. Просто я очень симпатизирую Бартолата. Мне вообще нравятся бразильцы. Они классные, веселые. И вот я ему симпатизирую. Мне хочется, чтобы выиграл Бартолата. Здесь прогнозировать и говорить прям, что
кто-то фаворит, кто-то нет. Мы давно не видели Бартолата, он давно не участвует, и смотрим по его телеграм-каналам и инстаграмам, что он очень в хорошей физической форме. И я его знаю лично как универсального спортсмена. Он мне позиционирует как актер поединков, очень эпатажный спортсмен, поэтому я буду болеть за Вагнера Бартолата. Поединок Курдечи и Лалитина. Я думаю, что у Курдечи есть все шансы выиграть у Виталика этот армфайт. Что касается поединков Лалетин и Курдеча, здесь вообще не буду делать прогнозов, я буду болеть однозначно за Виталика. Это универсальный, сильный спортсмен, ну и при этом еще, что мой хороший друг. Обоих ребят я видела и в интернете, и вживую. Курдечи, конечно, с каждым годом наращивает технику. Лалитин, я его мало видела, судить не буду. Ну, здесь, наверное, 50 на 50, но болеть я буду за Виталия. Ну а что вы думаете по поводу этих поединков? Пишите в комментариях, друзья. Наверное, многие из нас задаются вопросом: чего не хватает армрестлингу, чтобы стать популярным, например, как бокс или борьба? Развивается ли наш спорт? Или стоит на месте? Попробуем задать этот вопрос нашим героям. Армрестлингу чего не хватает? Ну, давайте по больному пройдемся. Не хватает, наверное, спонсоров, прежде всего, которых нужно привлекать. Для этого, чтобы они были, армрестлинг должен стать очень интересным простому зрителю. Вот, к примеру, наш армфайт с Лиштаевым Егором собрал очень много людей, которые просто вообще не в теме. Они вообще, даже мне писало очень много людей, что я никогда этот армрестлинг не смотрел, мне плевать на него было, я вообще считал, что это за дурацкое действие. Но когда вы вышли бороться, просто с открытым ртом стояли люди. Вот так. Вот такой должен быть армрестлинг. Элемента шоу не хватает нам. Да. И не хватает то, чтобы каждый атлет такой топовый вот вел бы какой-то бложек небольшой, историю от себя давал людям. Вот как тот же Девон Лорат делает. Это же не так сложно, но зато выхлоп будет очень хороший, поверьте. Безусловно, армрестлинг становится популярнее с каждым годом, появляются новые лиги, новые организаторы, и даже у нас образуется некая конкуренция, да, между лигами. Это всегда здорово, конкуренция рождает прогресс, и я думаю, армрестлинг через 10 лет будет уже совсем другим видом спорта, нежели чем сейчас. Поэтому тенденция, по которой идет армрестлинг, она максимально положительная. Кто бы что ни думал, какие бы события в мире не происходили, армрестлинг развивается. И развивается очень стремительно. Друзья, сегодня мы расскажем вам историю о хрупкой и в то же время сильной во всех смыслах этого слова девушке – Надежде Внинковской. Надежда – неоднократная чемпионка Европы и мира. Она и в этом году завоевала на чемпионате России медаль самого высшего достоинства. Чемпионат России в этом году проходил в городе Орел, и у нас с Надеждой были сомнения, вообще ехать или не ехать, так как в декабре у нас приболел тренер, мы тренировались в январе, праздники сержантской половины нашей семьи, и списали нас только в 20-х числах января. Осталось 2 недели до чемпионата России, но Надежда твердо сказала: едем, будь что будет. Вот мы поехали. Конечно, тяжело было в категории. Девчонок, она уже всех своих соперниц знает, было 7 человек. Очень сильные соперницы из Перми, Валерия Зденовьева и Кристина Малеева. И из Алании девушка Виктория Купеева. Это фавориты этой категории. На левой руке, конечно, были сложности. Надя вышла в финал с поражением. В финале она боролась с Зденовьевой Валерией. Выиграла в этой категории. На правой руке было немножко попроще.
потому что правая рука у Надежды рабочая, а левая, есть поражение левостороннее. На правой руке было Нави попроще, но очень сильное сопротивление она почувствовала от пермской соперницы Валерии Зиновьевой и спортсменки из Алании Купеевой Виктории. Девчонки молодцы, боролись. После поединка всегда друг друга поздравляли, либо с победой, либо поддерживали проигравших. Было очень приятно их смотреть. По организации радует то, что, скажем, будем организация чемпионатов переходит в более цивилизованные русла, так как все по часику, по расписанию, взвешивание по расписанию, никакой толпы. Сначала первыми взвешивались, пермская команда регистрировалась. Спортсменов у нас было 17 человек, все разом прошли, это буквально минут 15-20. У нас уже была готова регистрация и взвешивание. Встретили друзей, что очень-очень радует, так как мы не виделись с прошлого года. Вообще по инвалидам очень много турниров проходит. Это только Россия, Европа и мир. Получается, на России мы встречаемся со всеми командами, со всеми ребятами. А Европа и мир – это уже только те, кто отобрались из каждой категории по 2 человека. Подготовиться так, как хотелось, не получилось. И получается, сразу практически после болезни мы поехали на соревнования. И я решила, что придется бороться, как говорят, на морально-волевых, но ничего. Все прошло так, как запланировано. Были тяжелые предварительные схватки. В принципе, на левой руке выступлением довольна, но есть ошибки, над которыми сейчас работаем вместе с тренером Кашваровым Алексеем.